29 марта, девчонки и мальчишки. Я собрался пойти поменять магнитолу. Даже не буду ее подключать, поскольку она не работает. Просто переставлю ее. Вот эту магнитолку, которую я купил за 30 тысяч, меня жаба душит отдать вместе с машиной. Поэтому мы ее снимем, и будет она ждать ту машину, за которую я буду в состоянии платить. Конечно же, прям завтра у меня ее не заберут, скорее всего, месяца через 3. Но нужно быть уже готовым, чтобы потом в попыхах ничего не делать. Все равно эту магнитолу я юзаю так, от случая к случаю. Особенно, когда еду куда-нибудь в другой город, юзаю этот навигатор. Черт меня дернул тебя купить. Практически всегда все мои машины куплены под каким-то воздействием, понимаешь? То есть меня начинает трясти, и все, эта машина должна быть моей, и все. Голова не работает. Вот первый куб, который я купил, он был куплен с холодной головой. Все остальное на мандраже на каком-то. По-моему, было сразу ясно, что не смогу я платить за эту машину. Даже с тем учетом, что я продал куба и внес какие-то деньги, чтобы платеж уменьшился. Все равно это нереально. Я не вывожу. Буду ставить родную рамку. Ну, с родной магнитолой. Чтобы все это снять, надо открутить ручку сначала. Ручку, конечно же, я заберу. Ну, когда придет время отдавать машину, заберу ручку. Так, сейчас мне нужны вот эти штучки. Где они, кстати? Вот они. Никогда я не думал, что я смогу совершить вот такую глупость. Понимаешь? Просто. И сейчас каждый раз, когда меня спрашивают, о чем ты думал, когда ты покупал эту машину? Ни о чем не думал, понимаешь? Думал, что о том, что хватит ездить на ржавом ведре. Хочу машину в нормальном состоянии. Вот о чем я думал, понимаешь? В общем, отковырял эту хрень. Теперь отковыриваем вот эту хрень. Батон. Может, кто-то есть здесь, кто еще помнит, как я это все дело ставил. Теперь все это хозяйство снимаем. Не похуа на сомбреро, как говорится. А самое хреновое в этом то, что когда у меня все отберут, машину, возможно, спишут, не спишут долги, я не смогу какой-то несколько лет брать кредиты. Ты скажешь: господи, куда тебе еще кредиты-то? А чтобы взять какую-нибудь шушлайку на первое время, где взять денег, по-твоему? То есть хотя бы какой-нибудь сраный куб ржавый. Я другие машины не рассматриваю. Тысяч хотя бы за 300. Где вот эти 300 тысяч взять? Тот кредит, который мне не будет вообще никак влиять на мое как бы качество жизни, как мне на днях сказали. Качество жизни у нас ухудшится с твоей машиной. Никогда не забуду эту срань. У нас ухудшится качество жизни из-за тебя. Спасибо большое. Вот такую вот хрень я совершил, о которой буду жалеть теперь весь остаток своей жизни. Вот и все. Сейчас притулю старую. Эту пока куда-нибудь брошу. Соединю все штекеры обратно, чтобы не потерять их. И буду снимать камеру. Так вот выглядит родная рамка. Я ее запечатал все, чтобы... Она валялась в багажнике там. Сейчас мы ее притулим. В общем, у япошек все подписано. Right. Значит, справа прикручиваем. Один раз, когда я ездил на
Toyota BB у меня была. Я купил на Алиэкспресс магнитолу. И прикручивая к ней вот так кронштейн, болтиком уперся в схему, в плату. Буквально вот сегодня она пришла, и сегодня же я ее спалил. Представляешь? Вот это было кино. Но здесь, вблизи болтов, никаких схем нету. Как и на той магнитоле. По-человечески все сделано. Защита от дурака, как говорится. Я думаю, 2 болтов здесь достаточно вполне будет. Переворачиваем. И left side прикручиваем. Есть шанс прикрутить неправильно, но тут такие штучки есть. Специальные. Есть дырочки, а тут прыщики. Вот так вот. Она сюда заезжает, вот так вот, и в эти прыщики. Должна заехать. Я так считаю. Если я что-то правильно... О, все, заехал. Не потяну я ее 8 лет, ты понимаешь? Это будет не жизнь. Это не жизнь. Когда ты только и делаешь, что нарываешь деньги, наковыриваешь прям. Я уже на стримах даже стала это вот попрошайничать, понимаешь? Мне же самому стыдно. Прям намекать на QR-код, вот это все. Мне самому стыдно, понимаешь? Да, меня можете сейчас упрекать, типа, ты ушел с школы, ты там получал. Да не мое это, понимаешь? Я не жалею, что оттуда ушел. Это не мое. Абсолютно не мое. Странно, у нее подогнуты эти лапки. И куда она ими? А, вот сюда заходит, прикинь. Офигеть, тут все рассчитано. Ну, прикручиваю. В общем, как обычно, блин. Болтик сделал шмык-шмык. И хрен знает, как его доставать. Вот я его вижу, но он сейчас просто сбежит от меня. И тогда капец. Так, закрепил. О, охренеть, ничего себе. Супер инструмент. Все, как тут и была. Сейчас закручу ее еще. Родная все-таки, да? Сразу раз. И никаких, ну, не видно, что тут какие-то зазоры. Что-то прям стоит, как у себя дома. Че, протянул проводок. Вот он торчит. Теперь, чтобы его снять, короче. Вот он. Надо снять фонарь. 2 винтика и фонарь снимаем. На 10. Так, а это кто тут? Клещ, что ли? Это какой-то семена какие-то, какого-то растения, судя по всему. Я знаю, что кто-то кайфует, когда кто-то одной рукой что-то пытается сделать, и у него ни хера не получается. Так, откручивать будем. Здесь лампочку надо поменять, но я не буду. Сейчас просто вытяну. Возможно, я, по-моему, тут подразбирал что-то, но я не хочу. Возможно, мне удастся вытянуть. Я не хочу провод, короче, рвать. Вот такие дела. Оба. Кстати, я все переживал, что вот провода у меня здесь, это практически на улице. То есть, ну, когда я закрываю багажник, камера-то внутри, как бы, а провода снаружи оказывается. И ни хрена с ними не случилось абсолютно. Все, отковыриваем. Прикол этой машины. Вся грязь, короче, лежит за фонарем. Видишь, вода. То есть, то, что фонарь тут прикручен, это ни о чем не говорит вообще. Что ему тут хорошо, и вся электрика пребывает в сухости. Хрен там. Короче, я хотел сначала туда высунуть, но там один штекер, а тут их вон сколько. Плюсовой, минусовой провод. Поэтому будем пробовать отсюда тянуть. Вот сейчас самое интересное будет, если он там застрянет.
будет просто весело, охренеть как. Так, вот и все. Я просто шустренько дернул его оттуда. Тут отрезал плюс-минус, надел термоусадку. Все. А я думаю, почему тут фонарь что-то то горит, то не горит, блин. Потому что Toyota делает вещи, блин. В общем, если бы я... Очень крутой провод длинный. На любую машину можно. Если бы я продолжал на ней ездить, увидел вот это, я бы, наверное, проклеил чем-то. Ну, такая штучка, резинка. Фонарь вставляешь, все прижимается. И сырости нету такой в фонарях. Но, увы и ах. В общем, вот столько тут места. И вот такой пакет барахла. И я не знаю, как они все это туда размещали. Совсем не понимаю, как это туда впихнуть. В общем, решил не впихивать. Ну, как-то вот так вот. Сейчас еще крепежочек запихаю туда же. Еще жалко, что старые диски и резину выкинул. Считай, 30 тысяч диски, 30 тысяч с копейками колеса. Был бы чуток поумнее, колеса бы оставил. Считай, эти диски, есть зимняя, летняя резина. Эти диски на куба подходят, кстати. А вообще диски с разболтовкой 4/100 очень много куда подходят. Поэтому вот жаба меня прям гложет. В этот раз я серьезно, короче, намерен перестать платить. И будь что будет. Не снимай, не выкладывай. 30 марта, между прочим. Девчонки и мальчишки. Угадай, куда мы едем. Ну что, как? До сих пор не угадал, куда мы едем? А мы едем в сад, между прочим. Но мы едем открывать сезон не шашлыков, а ковыряние с машиной. Мне надо отодрать наклейки от машины. В общем, я потихоньку привык к летней резине. Но она какая-то дико шумная, блин. Прям вот шумит. Я вот не помню, чтобы так летняя резина так шумела прям. Наши ворота, через которые мы все время проезжаем, закрыты. Едем вот через центральные. Тут такая дорога хреновая. Собаку трясет. Задокументировать. Все, вот остатки. Осколки YouTube канала, блин. Все поотдирал. Елка. Шарообразная елка. Иди сюда. Посмотрим, как у батька порог поживает. Ничего не вылезло. Вот помнишь, я вот эти бугры, это просто стеклоткань. Ее надо было заточить просто. Потом шпаклянуть. Тут тоже. Ну, держится, блин. Такая дыра, помнишь, вырезали на всю длину вот этой. Четко. Все. Попилили мы на базу. Собака намотала земли на лапы. Поэтому сидит там, короче. Блин, так жаром прям пышет. Жесть. Не выкладывай, говорит, никуда. Все как эти, знаешь, как заколдованные. Все просто. Одно слово твердят. 31 марта, девчонки и мальчишки. Я вчера запилила стрим. И опять на этом стриме появился человек, который мне давно уже писал, что нужно нанимать юриста, нужно заниматься, не нужно платить. В общем, ну это... И, в общем, посоветовал мне обратиться к Ярдрею. Есть такой канал на Ютубе. Сразу после стрима залез на канал Ярдрея. И ты не поверишь,
Но первое же видео, которое мне вылезло, это вот с таким же разводом, как у меня. Один в один. Правда, прошло не так много. У меня где-то год без 3 месяцев, там, может быть, даже года не прошло. В общем, машину вернули обратно в салон, деньги вернули. Я в Телеграме списался с Ердреем, ну, не с самим Ердреем, а с компанией, которая работает. Юристы там, в общем, оплатил консультацию, мы пообщались. В общем, единственное, за чем мы их можем подтянуть, так как машина рабочая, в принципе, нельзя ее вернуть, потому что в ней все ок, понимаешь? Но я предложил такой вариант развития событий, типа, что я пенсионер, инвалид второй группы, и что я не могу платить, и, в принципе, мне моя пенсия не позволяет платить такой платеж. Специалист, с которым я общался, он сказал, что вот по этой теме поработает и созвонится чуть позже со мной. В общем, буду держать в курсе. Не снимай, не выкладывай. Так. У тебя там, я посмотрел про этот автосалон, я про него, оказывается, знал. Я, оказывается, видел про него темы, там, блядь, у них на Авито отзывов, пиздец, миллион там, рейтинг там единичка, блядь. Я сегодня посмотрел отзывы, там из 10 один негативный, представляешь? Да, почистили. Они чистят. Да? Да. А На я Авито такой читаю и думаю, туда ли я попал? коммерческий аккаунт, да. Да нет, там все так, там ставки все по ценам таким, а потом приезжаешь в техпарк. С другой стороны, я послушал, посмотрел, по факту ничего не... Вот у них нет до чего. Ты же приходишь сам, пришел. Ну, другая цена, кто тебе, блядь, запрещает, какую хочешь цену ставить? Никакой не публичная оферта. Пришел, ну, блядь, не хочешь, не бери, тебя просто не заставляют. То есть, по факту, я вот никакого преступного, ну, типа, состава преступления там и нет.